Сегодня 9 мая, суббота. Я Руслан Левиев. Если вы смотрите это из России, вы и есть сопротивление. На самом деле, это видео мы записали еще вчера. Поэтому я, пока что, в отличие от вас, еще не знаю, прилетело ли что-нибудь на Москву во время парада. Был ли обещанный ответный удар по центру принятия решений? Так что расскажите мне об этом в комментариях. Ну или если вы сейчас в России, напишите комментарий. Я пережил 9 мая. Ладно, давайте ближе к делу. К нынешнему моменту война свелась к ударам по тылам друг друга. Изменений на фронте практически никаких, поэтому обе стороны фигачат беспилотниками и ракетами по объектам на территории врага. Эти 2 месяца будут месяцами контрольного замера. Если к концу июня у России не случится резкого ускорения темпа продвижения по линии фронта, значит, есть серьезный кризис с дефицитом личного состава в армии России. Я противник подсчета темпа продвижения по неделям. Но если бы все же мы посчитали темп за прошедшую неделю, то там было бы 0. И нет, на передовой не было тихо все эти дни. Были проникновения пехоты в новые населенные пункты, но это пока рейды. До контроля этих территорий там еще далеко. А вот по части дальнобойных обстрелов все наоборот разгорается. Поэтому даже свою публикацию «Анализ по теме» назвали как «Кровь на фоне перемирий». По 20 погибших и под 200 пострадавших каждый день это становится привычной практикой. Кстати, количество атак и жертв растет с обеих сторон. То есть это не то, чтобы только российские атаки увеличиваются по своему масштабу. Нет, украинские атаки тоже. И вы можете задаться вопросом, а чего-то вроде это незаметно в новостях? Ну да, мы раз за разом видим то прилеты по услуге, то по Туапсе, то по всяким НПЗ, но там же не случается каких-то массовых жертв. Такое выпадание части жертв войны из поля зрения происходит потому, что конкретно эти жертвы часто находятся на оккупированных территориях. А на то, что там происходит на оккупированных территориях, всем наплевать. Поэтому я говорю вам, что количество жертв растет и от российских, и от украинских атак. Но вы видите проявление только первой части. И знаете, что самое страшное? Пуск ракет и беспилотников не требует набора людей в армию. Вспомните, как в первые пару лет войны часто говорили, что вот война пойдет на спад, война завершится тогда-то, потому что в России кончатся люди. Так вот, это бутылочное горлышко не работает для пуска шахедов или лютых. Казалось бы, здесь должно влиять количество денег в экономике. Есть ли у тебя возможность расширять производство? Но нет, это теперь тоже не влияет. Потому что применяемые беспилотники становятся все дешевле. Настолько дешевле, что при практически любом бюджетном кризисе у обеих стран будет достаточно денег, чтобы производить свои беспилотники. Когда мы в феврале публиковали свой анализ по обстрелам за весь прошлый год, мы ужасались тому, насколько кровавым был 25-й год. Так вот, это была только разминка. С самого начала 26-го года каждый месяц заметно обходит аналогичный месяц 25-го года по количеству жертв среди мирного населения. А апрель этого года является вторым по количеству жертв за все время наших наблюдений. Мы насчитали за прошлый месяц 309 погибших и 2228 раненых. Больше было только в июле прошлого года. Вот тогда мы насчитали 363 погибших и 2230 раненых. И все это происходит на фоне так называемых перемирий. По идее, термин «перемирие» означает, что 2 стороны согласились на его условия. А то, что происходит эту неделю, правильнее будет называть объявленный режим прекращения огня. Причем формально эти режимы касаются не только воздушной части, но и фронтовой, то есть остановка непосредственных боевых действий на передовой. Украина объявила свой режим прекращения огня, начавшийся на пару дней раньше. Тем самым украинская сторона показала Путину, что если вы не пытаетесь согласовать такие действия в формате договоренности 2 сторон, то смысла они практически не имеют. В итоге оба режима прекращения огня ни во что не вылились. Никакого прекращения обстрелов или боевых действий не было. Снова подчеркну, что все более острой становится проблема российских баллистических ракет. Мы каждый день изучаем сводки воздушных сил Украины. И последний месяц стабильно видно, что почти вся баллистика пропускается, не перехватывается. В среду Владимир Зеленский заявил, что Норвегия внесла $300 миллионов в механизм программы PURL, по которому закупается американское вооружение для Украины. Эти деньги будут потрачены в том числе на покупку зенитных ракет комплексов противовоздушной обороны, которые защищают от российской баллистики.
Вопрос только в том, как скоро их передадут Украине. Давайте рассмотрим конкретные атаки. В прошлое воскресенье украинский беспилотник врезался в жилую высотку на Мосфильмовской улице в Москве. Украинские беспилотники редко долетают до территории самого города Москва. В том числе и потому, что их редко запускают в эту сторону. Понимая, что пройти все эшелоны противовоздушной обороны вокруг столицы гораздо сложнее, чем поразить какой-нибудь туапсинский НПЗ. Вчера командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди так и заявил: зачем тратить дроны на Великую Стену? Здесь он имел в виду противовоздушную оборону вокруг Москвы. Если вы поразите энергетический сектор или военные объекты на периферии, то это будет лучший удар. Но в теории могут ли украинские беспилотники долететь до московского парада? В теории могут. Ключ в массовости. Доказано уже множеством примеров. Даже если у тебя самое современное ПВО, а противник запускает по тебе сотни беспилотников, то часть все равно проскользнет мимо и поразит цель. Вопрос только в адекватности затрат. Боевая часть у дальнобойных беспилотников сравнительно небольшая. Если целью атаки является здание, то, как правило, беспилотник значительного урона зданию не принесет. Для таких объектов, по идее, есть такие ракеты, как «Фламинго». Заявляется, что у них боевая часть весом в тонну. Вот сравните с боевой частью беспилотника массой 50 или 90 килограмм. Во вторник 6 ракет «Фламинго» запустили по заводу в НИР «Прогресс» в Чебоксарах. И из 6 ракет до цели долетела только одна. Но, честно говоря, мы посмотрели и на спутниковые снимки последствий, и на кадры с Земли, и пришли в некоторое замешательство. Во-первых, кажется, удар пришелся по административной части завода, а не по производственной. Так что влияние на производство минимальнейшее. Ну, может, промахнулись. Во-вторых, непонятно, где там последствия взрыва боевой части весом в тонну. Выбиты окна, случился пожар, но значительных разрушений не видно. Воронки нет. Как вариант, ракета могла быть настроена на воздушный подрыв. Это когда она взрывается в воздухе до столкновения с целью. Но против капитального сооружения воздушный подрыв неэффективен. Короче, опять от применения «Фламинго» у нас вопросов больше, чем ответов. Во время той атаки один из беспилотников врезался в жилой дом. Причем, в отличие от той же Мосфильмовской улицы в Москве, в Чебоксарах это была обычная 9-этажка. И что еще интереснее, она находится примерно в 1,5 километрах от завода. На видео беспилотник летит прямолинейно. По нему не видно каких-либо признаков перехвата системами противовоздушной обороны. Мы полагаем, что он отклонился от цели вследствие действия глушилок. Хотя ранее настолько большого отклонения мы вроде бы не видели. В четверг 2 беспилотника вошли в воздушное пространство Латвии. Один из них поразил пустой нефтяной резервуар в районе нефтебазы Резекне. Судя по видеозаписи, это были украинские беспилотники «Лютый». Скорее всего, они оба летели по территории России, вдоль границы, куда-то в сторону Ленинградской области. Но из-за действия глушилок завернули в сторону Латвии. И возникает вопрос, а почему один из них атаковал пустой нефтерезервуар? Вот нам в этом видятся признаки наличия системы автозахвата цели, которая может работать так, что когда беспилотник теряет связь со штабом, теряет позиционирование в пространстве, он просто летит дальше прямо, пока не увидит своей камерой заранее классифицированный объект. Латвийские ВВС могли не перехватывать эти беспилотники, видя, что они украинские. Поэтому, кто знает, может сейчас отвернут обратно в сторону России. Пока они не представляют угрозу, просто сопровождаем, не сбиваем. Из-за воздушных атак Украины не только отменили большинство парадов и сильно сократили московский, но, судя по всему, из-за этого также сняли с должности главнокомандующего военно-космическими силами России генерала Авзалова. В структуру этих войск входят силы противовоздушной обороны. От перемены руководства вряд ли что-то может поменяться. Как я и говорю, при массовой воздушной атаке часть беспилотников, скорее всего, будет упущена, они полетят дальше. Еще одно уязвимое место в атаках выяснилось вчера, когда был нанесен удар по центру управления воздушным движением Ростов-Контроль. И в результате аж 13 аэропортов Юга России приостановили работу. И у многих возник вопрос, а как так? Один центр контролирует сразу 13 аэропортов. Я думаю, проблема в другом. Представьте себе, что в центр Москвы ведет только одна автомобильная дорога. И эта дорога обслуживается 4 светофорами. По светофорам нанесли удар, и они вышли из строя. Без светофоров ехать нельзя. Поэтому все предприятия, находящиеся в центре Москвы, приостанавливают свою работу, потому что до них ничего не может доехать. Вот примерно так же я представляю себе ситуацию здесь. Видимо, эти диспетчеры обеспечивали аэронавигацию магистрального маршрута, через который проходят рейсы
следующий в те самые 13 аэропортов. А без диспетчеров маршрут стал недоступен. Так и повлиял один удар на 1,5 десятка аэропортов. Другое дело, что, как и в случае с внезапно отключившимися на оживленной трассе светофорами, такой удар по диспетчерскому центру создает большие риски безопасности для гражданских рейсов. Не знаю, как у вас, а у меня в последние недели много разговоров с друзьями о ветре перемен, которые они чувствуют. Такие ощущения у них возникают на почве и нытья зетников, которые начинают говорить совсем как либералы в контексте происходящего в стране, на почве статей Татьяны Становой о том, как силовики заинтересованы в сильном Путине, который держит баланс системы, а в слабом Путине они не заинтересованы. Он обуза. На почве недовольства олигархов тем, как их начали откровенно грабить силовики. На почве статей Александра Баунова о том, как власть в российском обществе перестает восприниматься как что-то естественное и незыблемое. Стоит вспомнить также и эти доклады европейской разведки о паранойе Путина, о Шойгу как возможном заговорщике. Большое количество моих друзей чувствуют, что ситуация меняется. Не в том плане, что Путина скоро каким-то образом не станет, или война резко закончится, но все равно какой-то слом системы. Не знаю, лично у меня таких ощущений нет. Я вижу все то же, о чем упоминается в этих материалах. Но я делаю вывод, что это скорее страна все быстрее катится к какому-нибудь КНДР или Туркменистану, а не к тому, что кто-то бросит вызов Путину, сместит его как-то и так далее. Что касается паранойи Путина, который боится заговора ближнего окружения, так а разве это новость? Разве мы с вами не знали об этом уже много лет? Как он боится буквально всего. Собственно, почему все эти десятилетия старательно не допускали попадания на высокие посты слишком независимых людей? Чтобы у таких людей не появилась реальная власть. Но также вспоминаются времена ковида, этот страх Путина перед коронавирусом. Помните те фотографии с самыми длинными столами в мире, над которыми мы с вами все смеялись? Или сообщение о том, что те, кто хочет встретиться с Путиным, сначала должны были провести 2 недели карантина на специальном объекте под контролем ФСО и врачей. В материале европейской разведки, как мне видится, есть и совершенно неверные выводы. Например, в нем говорится, что Путин больше не бывает на Валдае, боясь беспилотников, и теперь часто укрывается в бункере в Краснодарском крае. Но я, следя за работой журналиста «Радио Свобода» Марка Крутого, вижу, что вокруг Валдая постоянно, с сумасшедшей скоростью, появляются все новые и новые объекты противовоздушной обороны. А вокруг какого-нибудь Сочи – нет. По-моему, это говорит ровно об обратном, что как раз-таки на Валдае Путин как минимум часто бывает. Вчера я еще встретил материал, что-то вроде утекшего документа Управления внутренней политики администрации президента. Методички о том, как нужно будет объяснять обществу прекращение войны. Но опять-таки, для меня это не говорит о том, что это прекращение готовится. С декабря 2022 года по всей стране вводятся дополнительные инструменты и механизмы на случай второй волны мобилизации. Но ее так и не было. И не факт, что будет. Но на всякий случай надо быть готовым. Я думаю, что то же самое и с этой методичкой. Сейчас много говорят о проблемах с личным составом на фронте российской армии. Я говорю о серьезном падении темпов продвижения. Плюс, о каких участках фронта я вам сегодня рассказал? Ни о каких. Потому что везде за неделю изменения настолько несущественные, что не стоит даже их освещать в рамках общей сводки. Если к июлю такая тенденция сохранится, то это будет серьезной проблемой для российской армии. Но за счет системы многослойного вранья, я думаю, до Путина, да и даже до Герасимова, эта проблема дойдет, может, к концу года. А пока что нижестоящие чиновники пытаются решать ее другими способами. Ужесточают планы по вербовке, спущенные университетом. Сейчас появляются первые сообщения о попытках в колониях с принуждением к подписанию контракта с Минобороны России. В любом случае, кроме самого замедления продвижения, какого-то еще эффекта на войну от проблемы с личным составом мы пока не видим. А что касается ветроперемен, не знаю. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я почитаю. Может, я как-то слишком пессимистичен? По крайней мере, среди моих близких друзей, которые прям активно следят за политикой и участвуют в ней, я со своим мнением в абсолютном меньшинстве. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами в следующие выходные. Пока.